Здравствуйте, господа и дамы! Сегодня у нас в роли подопытного Fortnite. Пройдемся по всем настройкам графики. Я вам покажу два пресета для среднемощных ПК и слабых. Ну и конечно же, как обычно, слегка оптимизируем винду и настроим нашу видеокарту. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Да что же это такое? Снова пинг под сотку? Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка, называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр, в том числе Apex, Fortnite, CS2, PUBG, Warzone и даже Dota 2 с Лигой Легенд. Как она работает? По сути, просто выбираешь игру, нажимаешь бустинг, ждешь несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем, где более-менее оптимальный и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается оптимизацией соединения с сервером. Все максимально безопасно. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку на Gear Up Booster я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к оптимизации игры. Начнем мы, конечно же, с самой игры. Залетаем в Fortnite, нажимаем Escape, шестеренка, и нас интересует первая вкладка графика. Я покажу два пресета. Первый пресет будет отвечать, так сказать, за баланс. То есть хорошая картинка плюс максимально высокий FPS. Для тех, кто не киберспортик и не стремится к высокому количеству кадров. И второй пресет с минимальным адекватным качеством графики и максимальным FPS. Начнем по порядку. Игровое окно. Для Windows 10 рекомендую поставить полноэкранный режим. Если у вас 11-я винда, ставьте полноэкранный либо окно на весь экран, потому что 11-я винда умеет оптимизировать окна. Вертикальная синхронизация. Отключаем в любом случае, потому что повышается задержка. Лимит частоты кадров ставим без ограничений, а режим отрисовки. Я рекомендую играть на DirectX 11. Но если у вас, конечно, там, допустим, видеокарта 4090, хотите поиграть с трассировкой лучей, люминами, нанитами, тогда нужно будет вам установить DirectX 12 в лаунчере самой игры и уже настроить под себя. Но кушает все это добро достаточно большое количество кадров. Я бы сам не прочь поиграть с таким качеством графики. Но что имеем, то имеем. Режим отрисовки лучше поставить DirectX 11. Яркость. Делайте настройку под себя, все зависит от вашего монитора. Я обычно ставлю до 115. Размытие в движении. Обязательно отключаем, потому что в шутерах, это очень сильно отвлекает. А теперь начинается самое интересное. Качество графики, сглаживание и сверхвысокое разрешение. Здесь у нас есть большое количество различных видов сглаживания. С масштабированием наоборот, только NVIDIA DLSS. Тут выходит ситуация следующая. Для хорошего качества картинки выбираем TAA и ставим на 100% разрешение 3D. Понятное дело, у нас будет чуть ниже FPS, но все будет максимально сглажено. Тем не менее, если у вас видеокарта серии RTX, обязательно ставим NVIDIA DLSS, потому что она понижает задержку вашей системы. Если у вас видеокарта не серии RTX, тогда нам остается только два варианта. Для более-менее хороших видеокарт TAA и разрешение ставите от 75% до 100%. Смотрите по вашей системе. Либо просто отключайте. Качество теней. Выбираем среднее. Кстати, если вам будет интересно, почему, допустим, я выбрал среднее качество, здесь такое, сякое и так далее, что на что влияет, за что отвечает, идеально настроить Fortnite под свою систему, можете посмотреть мой предыдущий ролик по Fortnite, ссылочка будет в описании. Глобальное освещение. Отключаем. Отражение. Экранное пространство либо отключаем. Расстояние прорисовки. Малое. Можете не переживать, на отображение врагов это никак не влияет. Качество текстур. Среднее. Качество эффектов высокое, качество постобработки среднее. Счетчик кадров тут по желанию, я лично включаю. Отметка задержки можете включить, если интересно, плюс протестировать самостоятельно. И очень важный параметр — это NVIDIA Reflex Low Latency. Обязательно ставим как минимум в kill. Достаточно сильно понижает задержку. Если ваша система позволяет в kill плюс boost, то включайте в kill плюс boost. Иногда на в kill плюс boost у вас могут начаться фризы, вылеты из игры, какие-то ошибки. В таком случае возвращаем назад на вкл и нажимаем применить.
С первым пресетом мы закончили. Теперь то, что касается второго. Для тех, кому нужен каждый FPS. По сути, здесь все очевидно. Я думаю, каждый из вас самостоятельно сможет поставить почти все настройки графики на низкое качество. Режим отрисовки. Для очень слабых систем, или если вам важен каждый кадр, ставьте производительность. Действительно дает большое количество FPS-иков. Нужно будет перезайти в игру. Тут все оставляем как и раньше. Если RTX, выбираем NVIDIA DLSS и ставим пресет качества. Можете поставить баланс, но, как по мне, картинка сильно ухудшается, уже не то. Если у вас не RTX, тогда отключаем. Качество теней, конечно же, отключаем. Глобальное освещение отключаем. Отражение отключаем. Расстояние прорисовки малое, качество текстур. Здесь, по вашему желанию, можете даже поставить высокое, если хотите, но тут обращайте внимание на объем вашей видеопамяти. Качество эффектов тоже низкое либо среднее, что вам больше необходимо. И качество постобработки низкое. В самом низу обязательно вкл плюс буст и остальные параметры по желанию. Нажимаем применить. Далее переходим на звук. Это уже касается двух пресетов, неважно. Первый, второй. Нас здесь интересует качество звука. Для слабых ПК ставим низкое. Для средних и выше, там, допустим, видеокарта 1080 и так далее, составляйте высокое. Голосовой чат я обычно отключаю. Игра, здесь все очевидно. Язык по желанию, регион тоже наилучший выбирайте. Энергосбережение я отключаю, если у вас не ноутбук. Запись повторов отключаем и все остальное тоже выключаем. С настройками игры мы закончили. Теперь погнали на рабочий стол, я там покажу парочку фишечек, которые вполне возможно помогут слегка улучшить производительность вашей игры. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Кстати, все это работает на Windows 10 и на Windows 11. Нажимаем обзор. Наша задача перейти в папку с игрой. В моем случае это Epic Games, Games, Fortnite, Fortnite Game, Binarious и Win64. Здесь нас интересует приложение Fortnite клиент, Win64, Shipping. Добавить, нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Это чаще всего помогает на ноутбуках, либо у тех ребят, у которых две видеокарты. Переходим на изменение стандартных параметров графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Как нам пишет описание, уменьшает время задержки и увеличивает производительность. Делаете перезагрузку системы и залетаете в игру. Если у вас уже включено аппаратное ускорение, тогда наоборот, отключайте, делайте перезагрузку и залетайте в Fortnite, проверяйте. Тут все индивидуально. Кому-то лучше с включенной галочкой, кому-то наоборот. Проверяйте только на вашей системе. Оптимизация для игр в оконном режиме. Естественно, можете включить. Если у вас видеокарта NVIDIA, открываем панель управления NVIDIA, переходим на управление параметрами 3D, далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем Fortnite. Если здесь не будет Fortnite, нажимаем добавить и уже ищем здесь Fortnite. То же самое, если допустим здесь его не будет, нажимаем обзор, переходим в папку с игрой, то же самое Fortnite, Fortnite Game, Binarious, Win64 и Shipping приложение открыть. Анизотропная фильтрация. Для слабых и средних ПК я рекомендую выключить. Вертикальный синхроимпульс выключаем, я сказал выключаем. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту, метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Режим низкой задержки. Включаем. На ультра ставить не рекомендую, хотя можете проверить, если интересно. Но то же самое, могут быть проблемы различные. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная, если поддерживает ваш монитор. Далее, совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу нас встречает фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И смотрите, чтобы анизотропная оптимизация и трилинейная оптимизация тоже были включены. И нажимаем
применить. По сути, базовые настройки мы с вами сделали. Залетаете в Fortnite, проверяете ваше количество кадров. Если все устраивает, наслаждайтесь, играйте. Если нет, тогда переходим по ссылке в описании ко мне в Telegram. В закрепленном посте будет находиться архивчик, который называется архив Байкаска версия 2. Здесь у нас есть настройки видеокарты, AMD, Intel и Nvidia, если интересно. Далее очистка, Delete Files, то есть заходим в первую папку, все это выделяем и удаляем. Нажимаем отмена то, что не удаляется. Далее Delete Files, еще один, тоже Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, диск Clean Up. Выбираем диск C, ОК, нажимаем на очистить системные файлы, снова выбираем диск C, ОК и ставим везде галочки, нажимаем ОК. Далее, твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. Здесь сразу есть готовые бэкапчики, плюс в картинках для рукастых и для ногастых. Читаем, смотрим, делаем. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM открыть, если у вас десятка, будет написано слияние, скорее всего. Если ничего не указано, просто нажимайте 2 раза LKM и запускайте как обычное приложение. Нажимаете да и ОК, то есть подтверждаете. Game DVR 2 PKM, слияние, отзывчивая система PKM, слияние, сетевой тротлинг. Тут по желанию и системный приоритет, тоже PKM и слияние. Если вдруг начались проблемы, не забывайте за бэкапчики. В MSI мод нажимаем PKM, запуск от имени администратора, да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar мы, конечно же, отключаем. И осталась у нас схема питания, максимальная производительность. Если вам она не нужна, пропускайте. Если интересно посмотреть, копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем. Нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратора, либо командная строка тоже администратора. Да. Нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется команда, нажимаем просто PKM, это правая кнопка мышки и Enter. Закрываем, открываем схему питания, ярлык, далее показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Закрываем. После всех этих настроек залетаем в Fortnite и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.